Всем привет, с вами Дэн, и у нас здесь Citizen, а Citizen это всегда практически народные часы. Давайте смотреть, чего у нас здесь в белой коробочке, что там внутри, чем японцы удивят на этот раз. Поролончик, здесь инструкция, здесь гарантия, это все мы в сторону откладываем. Так же, как и полиэтиленовый пакетик. И здесь, конечно же, посмотрите, какая такая сочная, осенняя, оранжевая. Ну, оранжевая это как раз вот что такое на осень. Эко-драйв модель от Citizen. И эта версия называется Citizen AV1760, версия 81X. Это как раз вариант с оранжевым циферблатом. Давайте сейчас я пленочки сниму, и мы с этой моделькой познакомимся более детально. Итак, знаешь, эту модель я брал на Джуме, без учета скидок получилось что-то плюс-минус там 17 тысяч рублей. Ссылку, если кому интересно, оставлю в описании к ролику. Механизм здесь Эко-драйв, то есть зарядка от солнца, либо от любого источника света. Калибр J810. У этого калибра есть функция предупреждения о недостаточном заряде, функция предупреждения о перезарядки, ну точнее предотвращение перезарядки. Запас хода 8 месяцев, если мне часами практически не пользоваться. Стекло минеральное. Есть разные варианты цвета циферблатов. Есть и желтый, оранжевый, синий, по-моему, черный. Ну, в общем, все как обычно. Люминофор от Citizen и водозащита 100 метров. Брал их на Джуме, как уже вам сказал. Понятно, что это такая, вы знаете ли, если говорить про Citizen, то одна из самых базовых, стандартных моделей в дайверском стиле. С учетом того, что здесь оранжевый циферблат, это уже даже не совсем дайверский, может быть даже больше повседневно, но тем не менее изначальная характеристика, изначальное позиционирование этих часов это именно дайверские. И поскольку, как я уже говорил вам, это такая версия именно стилизация под дайверские часы, то японцы это, как вы знаете, если вы давно подписаны на Getatru, это эксперты в области экономии. И как вы видите, здесь экономии очень много. Ну, во-первых, они поставили, конечно же, здесь минеральное стекло. То есть на сапфире они сэкономили, то есть, ну, условно, там, 1000 рублей сэкономили. Окей, в принципе, Сейка любит делать так же. Тем более, здесь сапфир такой купольный, выглядит симпатично, ну и как бы ладно, хрен с ним, да еще и даже циклопы поставили, то есть увеличительное стекло у отметки 3 часа. Оно не то чтобы прям сильно увеличивает, но дата становится чуть более явная. Далее экономия, конечно же, идет по браслету, потому что здесь застежка штампованная на одной фиксации, даже не одна здесь, не две. И, как мы видим, браслет. Браслет ощущается как штампованный, и на самом деле это видно. То есть здесь браслет, штамповка это не литье. Опять же, здесь, конечно же, гигантская экономия от Citizen. Плюс внутренняя, видите, здесь первое звено, она также штампованная. Ну и самое прикольное, то что здесь безель не движется, то есть безель здесь фиксированный. То есть это, конечно же, вообще не дайверские часы. И вот это вот пресловутая, иногда, знаете, ну, наверное, чрезмерная экономия от японцев, они здесь выражаются просто максимально. Да, понятно, с учетом особенно текущего курса, здесь где-то 150, даже чуть меньше долларов. Окей, от Citizen, может быть, мы такого и ожидали, но с другой стороны, когда вот здесь и браслет штамповка, и застежка штамповка, и такой виртуальный фейковый безель, ну, наверное, что-то где-то перебор. Да, неплохие характеристики, да, веселенькие часы, и, наверное, большинству, я бы даже сказал, 90% владельцев безель нахрен не нужен, или той браслет, может быть, тоже не нужен, потому что, может быть, кто-то поставит здесь ремешок какой-нибудь кожаный, или натовский ремешок. Но, с другой стороны, слушайте, ребята, ну, опять же, те же самые 17 тысяч рублей. А почему бы, собственно, не поставить хотя бы нормальный браслет? Почему не сделать нормальный безель? Какого хрена? Да, вы здесь поставили, конечно, ваш хороший механизм солнечный. И у вас даже метки, стрелка секундная в метки попадает. И симпатичный циферблат, и классная разметка, и прикольные часы. Но зачем вот такая прям вот дешевая, дешманская экономия? Я не знаю. Напишите в комментариях, как вы к этому относитесь. На мой взгляд, это прям перебор. 42 по
Корпусу высота 12,3. Если мы вычеркнем отсюда стекло, то я думаю, что будет, ну да, вот где-то на миллиметр меньше, 11,2. По браслету 22 и от ушка до ушка 51. В принципе, размер то, что надо. И разметка циферблата очень даже хорошая в плане читаемости. И вот с этим соотношением, такой оранжевый циферблат, как мне кажется, прям вот то, что нужно. Очень симпатично, очень приятно смотрятся часы, несмотря на дешевый браслет. Супер дешевый, особенно в 2023 году. Несмотря на алюминиевую вставку на безеле, я все равно бы сказал, что это классные часы. Но мне кажется, что все-таки перебор по экономии. Тем не менее, модель, если отвлечься от всех этих минусов, она достаточно удачна. Мне кажется, что, собственно, почему бы эти часы нам с вами не разыграть? И, конечно же, на стриме, который проходит примерно раз в 2 месяца, я эту модель разыграю. И для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно оставить любой комментарий к этому видосу, быть подписанным на канал Guitar.ru и поставить лайк. Дальше. Значит, мы с вами давайте посмотрим, что у нас по вот этому браслету и по этому корпусу получается. 153 грамм. Несмотря на то, что браслет здесь штампованный, все равно 153 грамм, потому что корпус неплох. Корпус приятен. Центральная часть такая винтажная, зауженная. Да, задняя крышка где-то на 2,5, а то и на 3 мм выпирает. И здесь достаточно высокое стекло, но центральная часть узкая. Она прям сделана под винтаж. То есть по корпусу здесь вопросов нет. Корпус сделан реально прикольно, реально здорово. И часы в целом симпатичные. И мы сейчас с вами, конечно же, посмотрим макро, посмотрим, как сделан циферблат. Но я не думаю, что в плане корпуса будут какие-то косяки. Хотя, поглядим. Так, ну в целом, да, здесь печать аккуратная. Метки, кстати говоря, накладные. Люминофор здесь есть, фирменные от Citizen. Здесь также увеличительное стекло, которое особо не увеличивает. Но ладно, пусть что есть, то есть. По сатинированию, по отделке, конечно же, эти часы звезд с неба никаких не хватает. И здесь в целом отделка ниже среднего, но в этой ценовой категории, наверное, окей. Хотя я бы хотел, конечно, видеть отделку гораздо лучшего качества. Ну, что хочу сказать по итогам. Конечно, японцы немножко жадные, и от Citizen хотелось бы чуточку большего. Но в целом эти часы достаточно симпатичные, приятные и на лето, и на осень, и, может быть, даже на весну подойдут. Пишите, как ваше мнение, как вы относитесь к этой модели от Citizen, и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше. А у меня на этом все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.